Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, каждый день и с каждым днем все больше ответы на любые ваши вопросы, помощь в решении ваших задач. Я люблю задачи, потому что их легче решать, но некоторые называют это проблемы, их немножко тяжелее решать. Также есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну и, конечно, помните, на канале это инструменты в помощь вам. Выбор всегда ваш. Я часто отвечаю на комментарии, и не часто, вот уже извините, простите, я неправильно сказала. Иногда попадаются комментарии, где человек начинает спорить, начинает негативить по поводу того, что я предсказываю. Я иногда отвечаю, иногда не отвечаю, но могу вам сказать точно, выбор-то по большому счету ваш. Я не для всех. Я не 100-долларовая бумажка. Так интересно, мне кто-то когда-то это сказал, и это выражение меня так, это из моих знакомых канадцев, мы общались, и мы что-то говорили, и было это рассказано. Так вот, я не для всех. У меня мой подход к предсказаниям, у меня мой подход к жизни. Конечно же, не всем со мной по пути, не всем интересно то, что я пропагандирую. Поэтому, если не интересно, знаете, я вообще, честно вам скажу, никогда не критикую просто так. Если я уже оставляю под каким-то видео комментарий с критикой, это должна быть конструктивная критика, когда я просто выражаю свое мнение именно конструктивно для того, чтобы помочь создателю ролика, может быть, что-то переделать, может быть, как-то по-другому посмотреть. И это здорово. Критика, конструктивная критика – это здорово. Я не могу знать все, я не могу знать всех. Но когда человек откровенно просто оскорбляет, сегодня я уже на это не обращаю внимания. Поверьте, когда я только открыла свой канал, а это уже 2 года назад, я плакала. Я плакала, когда приходили вот такие негативные комментарии. А сегодня я благодарю всех. Кстати, любой комментарий продвигает видео, поэтому благодарю. Ну что, это крик души прошел. Давайте посмотрим сегодня прогноз, как и каждую неделю. Сейчас стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы, рыбы. Помните про асцендент, он влияет на ваше состояние, перемещение планет и движение планет, ретроградные планеты. Они влияют на ваше состояние и, соответственно, влияют на вашу реакцию, на то, как вы мыслите, что вы делаете. Поэтому всегда говорю, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего асцендента. В конце, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Желаний много не бывает. Сосредоточьтесь, мои дорогие водички, на себе любимых. Сделайте себе... Ой, колода большая, она падает. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Те, кто смотрят мой канал каждый день, проанализируйте ваше состояние. Мне очень интересно, что же происходит с вами. Потому что я знаю, что есть те, кто смотрят все мои видео каждый день. Я благодарю вас. Но это и для вас, не только для меня. Сегодня это Таро ангелов. Я делаю не первый уже – не первую стихию, могу вам точно сказать.
очень интересно предсказывает эта колода. Абсолютно по-другому, не так, как другие. Хотя каждая колода предсказывает по-своему. У каждой колоды свой язык общения. Интересно это. Ну что, поехали, раки. Смотрим. Смотрите, мои дорогие, улучшение взаимоотношений. Уход от позиции, где вы, вот знаете, так встали и не хотите ни вперед, ни назад и ни в какую сторону. Раки, вы довольно-таки упрямы. И да, действительно, нелегко вам идти на компромисс. Так вот, ближайшая неделя приведет вас к решению, да, пойти на компромисс. Могу сказать, что для многих из вас ближайшая неделя – это своего рода, знаете, вот как цветок распускается и, соответственно, впускает в себя лучи солнца, дождь. Вот точно так же будет происходить с вами. Вы будете раскрываться. Вот для раков это очень важно. Для вас это нелегко. Но могу сказать, потому что это туз воды, туз кубков, для вас это будет происходить гармонично. И для многих это будет что-то неожиданное. И открытие это вот вас, миру, вас чему-то, это принесет вам радость. Принимайте вот ближайшую неделю, принимайте радость. И еще что могу сказать, потому что я здесь вижу по этой карте, все решения, неважно по каким вопросам, или это глобальное что-то, или это что-то рутинное, принимайте по вашему комфорту, вашим ощущениям. Помните, что когда вы поставили вопрос, вы и нашли какой-то ответ, остановитесь на какое-то мгновение и почувствуйте, что же вы ощущаете, когда вы проговариваете этот ответ. И вы увидите, вы почувствуете, какой ответ действительно ваш, какой ответ, какое решение действительно приведет к улучшению. И это обалденное чувство, поверьте, я училась этому. Я знаю, что я этому училась, и сейчас понимаю, что до сих пор учусь. Но это такое чувство, когда ты принял решение, когда тебе пришло это в голову, и ты на секунду остановился, и ты вот внутрь себя заглянул, это пару секунд берет. И ты вот это чувство, как разливается тепло внутри тебя, это твое подсознание говорит тебе, что ты принял правильное решение. Ой, это просто чувство, я не могу вам его даже передать. Я бы так хотела, чтобы вы это сейчас ощутили, потому что я это сейчас ощущаю. Поэтому принимайте. Прекрасная неделя. Скорпионы, смотрим, что же у вас. Какая же энергетика у этой колоды, вы даже себе не можете представить. Я надеюсь, вы через экран хоть чуть-чуть чувствуете этой положительной, позитивной, мягкой, нежной энергии, которую излучает эта колода. Фу, поехали дальше. Простите, скорпионы. Вам в ближайшую неделю надо бы сбалансировать то, что вы будете чувствовать. Попробовать пойти на компромисс. Может быть, приостановить что-то, если вы не можете найти компромисс, и то, что вам надо делать, вызывает в вас противоречивые чувства. Вы довольно резки, мои дорогие скорпионы, и в ближайшую неделю ваша резкость может вам помешать. Поэтому старайтесь подходить ко всему, что будет происходить в ближайшую неделю, не менее эмоционально. Вам очень нужен будет
этот баланс для того, чтобы не было ссор, для того, чтобы не вызывать какие-то на себя, не навлекать проблемы на работе, в карьере, бизнесе и, соответственно, ваше здоровье. Балансировка вашего внутреннего состояния предотвратит повышение давления, ухудшение и ослабевание иммунной системы. Соответственно, ваша нервозность может ухудшить ваш метаболизм тоже. И это вам как бы причина, когда вот некоторые, я знаю многих людей, которые, когда стрессуют, когда вы под стрессом, они почему-то поселяются в холодильнике. Но это так реагирует их организм на стресс. Для того, чтобы этого стресса не было, надо балансировать. Да, это работа. Это работа над собой. Это работа над своими реакциями. Это работа над своим внутренним состоянием. Помните, что иногда надо идти на уступки. Это не значит, что вы должны изменять себе, ни в коем случае. Уступить – это не значит предать себя, ни в коем случае. Уступить – это значит найти какое-то решение, которое будет и для вас хорошо, и хорошо для другого человека. Кстати, в помощь вам архангел Задкиэль. Он и помогает в балансе. Если есть какие-то спорные задачи, обращайтесь. И, как всегда я говорю, не забывайте благодарить. Вообще за все в этой жизни надо благодарить, как за положительное, так и за отрицательное. Положительное приносит счастье, отрицательное, негативное приносит опыт. А за опыт тоже надо благодарить. Помните об этом. Рыбки, на что же обратить внимание в ближайшую неделю? Смотрите, тут тоже поиск баланса. Слишком много всего будет происходить сразу в ближайшую неделю. Придется вам, знаете, как разделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот это, извините за такое сравнение, некоторые скажут так кто-то из вас сказал, поэтому я и подхватила вашу мысль. Вам надо будет принимать какие-то решения. И вам бы рассмотреть более игривый подход к ситуации, более, можно даже сказать, наивный подход к ситуации, может быть, какой-то нестандартный подход, особенно к ситуациям, которые будут вас волновать. И, соответственно, если вы будете к этому подходить не серьезно, то и решение вы найдете быстрее и легче. Иногда, когда мы в голове прокручиваем проблему и концентрируемся именно на проблеме, и у нас особенно если что-то не совсем, что нам нравится, и мы туда. Вы знаете, я даже вижу, как, искры идут. И мы только углубляемся в проблему. А если даже что-то произошло, сказать, все бывает в этой жизни. Давай-ка я поменяю направление моих мыслей и все-таки заставлю себя посмотреть на эту проблему с позитивной стороны. Она сразу перестанет быть проблемой. Помните об этом. А так, баланс. Во всем вам нужен будет тоже баланс. Но тут еще выбор. У вас будет стоять выбор, поэтому выбирайте то, что отзывается и вызывает тепло в вас.
Что теперь общий совет для стихии вода, на что же обратить внимание в ближайшую неделю всей стихии. И тут могу вам сказать, что вам захочется одиночества, и вам нужно будет время для себя в ближайшую неделю. И, может быть, действительно созерцание. Вот хорошо было бы посмотреть на огонь, как именно свечи, так и, может быть, просто, вы знаете, на просторах интернета и в том же Ютубе очень много видео, где просто костер и просто идет треск костра, и на этом концентрироваться – это такое расслабление, такое умиротворение, вы даже себе не представляете, а может и представляете. Также водопады, журчание ручья, природа. Вот возьмите время в ближайшую неделю для себя. Пусть это будет 5 минут, 10 минут, 20 минут. И просто посозерцайте. У меня и на канале есть такие видео. И займитесь, дайте себе внимание, себе любимым. Вот такая интересная неделя у стихии вода. Ну еще эта карта говорит о том, что в ближайшую неделю больше будете рассчитывать только на себя. Иногда это хорошо. Иногда нет. В данной ситуации, в том, что я здесь вижу, да, хорошо, что вы будете в ближайшую неделю понимать и делать все с расчетом только на себя. Вам, кстати, даже будет это нравиться. Вы любите быть независимыми. Ну, так как, в принципе, любой человек. Смотрим желание. Раки. Попросите ангелов. Вот как раз колода сказала вам. Попросите ангелов. Любого. Попросите своими словами. Скажите вашу задачу, попросите решение задачи или попросите ангелов помочь в исполнении желания, правильно его сформулировав. Не забывайте всегда благодарить. Благодарность – это очень мощный инструмент. Скорпионы, будьте настойчивы. Будьте настойчивы, концентрируйтесь на результате. Всегда. Не на том, как вы будете достигать, а именно на результате. Ну и рыбки, смотрим. Вас ждет процветание. Вот будьте в гармонии с собой, выбирайте варианты, которые ваше подсознание комфортно, с которыми ваше подсознание комфортно, и, соответственно, вас ждет процветание и исполнение желаний. Ваше желание исполнится. На сегодня все. Прекрасно. Понравилось мне, я давно не делала расклады на этой колоде, понравилось мне сегодня, как эта колода разговаривала. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. Вот этими двумя словами можно выразить весь спектр счастья. Когда вы счастливы по умолчанию, все у вас прекрасно. И отношения, и здоровье, и материальное положение, и работа, и карьера, и бизнес. Поэтому счастье по умолчанию и, конечно, мира. Всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайк. Это обмен энергией. Это для того, чтобы моя позитивная энергия была в вас. И, соответственно, это, можно сказать, ваша плата за мой труд. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые видео, которые выходят каждый день. Ну и еще хочу поблагодарить от всей души всех тех, кто присылает мне донаты.
это не просто благодарность, это помощь в развитии канала, и я вас за это благодарю. Люди, которые присылают донаты, я уже знаю, что они понимают прекрасно, что такое правильный обмен энергией. И благодарю вас от всей души. Ссылочки на донат под каждым видео. Но я благодарю вас всех за то, что вы со мной. Люблю вас, мои дорогие. Пока.